Всем привет! Кажется, красивой сказки о народных и доступных населению автомобилях конец. Народ полностью раскрыл глаза на ситуацию в автомобильной промышленности. Очередей из покупателей за бюджетными машинами за миллионы рублей не наблюдается. Да и статистика недвусмысленно намекает, что автолюбители явно не в восторге от происходящего на авторынке. Завод Автотор собрал порядка 38 тысяч китайских авто, хотя тут наибольшее разнообразие моделей от седана до рамного внедорожника. В отечественном автомобилестроении картина гораздо лучше, но в связи с действиями АвтоВАЗа по удешевлению своих, без того упрощенных автомобилей и поднятию ценника на них, покупатели от подобного приобретения тоже стали открещиваться. Переполненные парковки с кучами машин тому подтверждение. Куда хуже дела складываются с москвичом. Тут ни о каком успехе говорить не приходится. Более того, ситуация прямым ходом движется к очередному позору в автомобильной промышленности страны. И причину сложившейся обстановки целая масса. Даже скидки и бесконечная реклама распрекраснейшего отечественного автомобиля никак не спасают возрожденный бренд. А рассказы честных в кавычках обзорщиков больше похожи на циничное вранье. Во-первых, мы получили совсем не то, что нам обещали. Хороший выбор трансмиссии и комплектации не вяжется с реальностью. На машине стоит одна из самых нелюбимых и ненадежных коробок среди наших автолюбителей. Вариатор, да еще и без гидротрансформатора. Жизненный цикл этой трансмиссии невозможно предугадать и спрогнозировать. Знаменитая на весь Рунет история о развалившемся вариаторе на свежекупленном москвиче тому подтверждение. Комплектации очень бюджетные, особенно в сравнении с аналогами и конкурентами. Никаких особенных опций, ароматный пластик, специфичные типичные для сверхбюджетных китайцев материалы отделки салона. Даже если машина будет с более надежной механикой, избежать встречи с низким качеством всего окружающего вас в машине не удастся. Во-вторых, конечно же, стоимость данного изделия. Не было бы ни единой претензии и недовольства свежеиспеченной российской в кавычки новинкой, если бы стоимость соответствовала качеству. Лютый оверпрайс, то есть откровенно завышенная цена даже по сравнению с китайцем, от которого у москвича отличие лишь в шильдике на капоте, не дает покоя, за что переплачивать, в чем вообще разница. Естественно, с переплатой в 3 раза по сравнению с базовой ценой на авто в Китае, далеко не все могут смириться ни финансово, ни морально. Это заметно подпортило отношение не только к свежеиспеченным машинам, но и к руководящему заводом составу. В завод влили инвестиции в размере 5 миллионов рублей, правительство Москвы и КАМАЗ. Все на развитие производства и локализации. Это немалая сумма для завода, поэтому и ожиданий от него так много. Планировалось в прошлом году выпустить 50 тысяч авто, а в этом 100 тысяч. На деле в прошлом году продали втрое меньше, около 15 тысяч. Притом значительную часть по разнарядке, закуплены в госструктуры. И это не какое-то сложное производство инновационного товара, а фактически переклейка шильдиков. Конечно, поговаривают, что основная задача на этот год – переход к полному циклу сборки со сваркой кузовов и их окраской. По словам руководства, это планируется сделать для того, чтобы завоевать внимание и доверие покупателей. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Не нужно быть каким-то экспертом, чтобы усмотреть явные несостыковки в правильности распределения вложенных в производство москвича финансов. Куда и на что тратятся средства, известно только эффективному менеджменту. Потому только ленивый не написал, что лучше на эти деньги что-то свое возродили вместо сборки на отечественной площадке никому не нужной китайщины. Ведь если прикинуть, то целая куча разных наработок еще из конца 90-х или начала 2000-х могли бы запросто встать на конвейер. Казалось бы, возьмите старого матерого советского инженера, поставьте его во главе завода, дайте ему
свободу действий лет этак на 5 и будет вам простой народный автомобиль. Но деньги нужно зарабатывать здесь и сейчас. Зачем делать что-то свое, когда можно купить готовое? Если еще несколько десятилетий назад использование отечественного бренда в качестве основы и площадки для иностранного производителя стало бы неслыханным позором, то для современных реалий это, похоже, единственное спасение от непроглядной технологической отсталости. По такому принципу и было придумано не разрабатывать модель с нуля. Это ведь большой риск, что ничего может не получиться, а закупить то, что не придется изобретать самим. Только вот просчитались. Завод приобрел, да не то, что нужно народу. Выпускать простую, дешевую и надежную машину, которой не хватает стране, так и не получилось. Неужели подобный результат не был спрогнозирован заранее теми, кто принимал решения? Вопрос открытый. Думаю, что все прекрасно догадывались, что без технологических партнеров мы никак не справимся. Китай в этом плане наше все. А вот причины никакой отдачи от завода и ничтожных продаж растут корнями к действиям эффективного менеджмента. Возможно, если умерить аппетиты в желании заработать побольше на москвичах и продавать это изделие по приемлемой цене, то и статистика вверх поползет. Может, тогда кто-то и будет по своей доброй воле идти в автосалон покупать новенький москвич. А там, глядишь, и выделенные на развитие бюджеты будут целее, и на место стабильности придет развитие. Однако пока успехом и не пахнет. Цены продолжают расти и в текущем году, а вот доходы у потенциальных покупателей не увеличиваются. И даже на фоне этого прогнозируемое многими экспертами закрытие завода нас не ждет. Этот проект никто не отменит по щелчку пальца из-за финансовой несостоятельности. Тут ситуация схожа с АвтоВАЗом. Вливать деньги будут до победного. О причинах, я думаю, не нужно говорить. А как считаете вы, кто или что может помочь москвичу? Пишите в комментариях.